Йоу-йоу-йоу! Игра для настоящих любителей приключений. Северные пустоши нуждаются в герое. Исследуй подземелья, прячься от темных стражей, добывай редкие артефакты. Заслужи славу великого искателя. В игре много неизведанных мест, есть где посталкерить. В общем, качай игру по ссылке в описании. В подарок бонусная золотишко и уникальный артефакт. Всем привет, с вами МША. Хочу сказать, что спать ночью в Припяти в одиночку – это обалденно. 10 часов безмятежного сна. У меня теперь круги под глазами, походу, от пересыпа, а не недосыпа. В общем, весело. Но, тем не менее, я встал. Сейчас нужно перепаковать вещи, оставить то, что мне не понадобится в течение дня, чтобы не таскать тяжеленный рюкзак, перекусить, взять с собой немножко еды и не забыть оставить на крыше пауэрбанки. У Андрюхи, у Нефедовича взял пауэрбанки, которые на солнечных батареях. Поставлю их, чтобы они в течение дня немножечко подзарядились. И все, можно идти. Но, естественно, покушать надо будет хорошо, плотненько перед тяжелым, насыщенным, трудовым, сталкерско-блогерским днем, если так можно выразиться. Поднялся на крышу здания, немножко вам показать текущую обстановку на Чернобыльской атомной электростанции, что творится там. Арка ширится, полнится, монструозное сооружение, которое уже в течение ближайших лет будет надвинуто на саркофаг. Я тут прочел, что на 18-й год намечают надвиг арки, но загадывать не будем, потому как там финансирование идет, как там ситуация на Украине, и может быть вообще все быстрее произойдет, поэтому по мне так уже осталось, наверное, не очень много. По крайней мере, арка это, конечно, одно, внутри ее надо будет еще смонтировать различные краны, всякие установки и так далее, на это тоже потребуется какое-то время. На улице жара, реально жара, и не подумаешь, что сейчас вторая половина сентября. Я думаю, что можно выдвигаться. Пауэрбанки примерно за 2 суток набирают полную емкость на солнце. Но вот сегодня они весь день полежат и всяко подзарядятся. Ну все, связался с близкими, отписался, что со мной все пучком. Пауэрбанки заряжаются, в том числе и бета-излучением с крыши. Ладно, шучу, здесь на самом деле все чисто. Я вооружился камерой, GoPro-шкой на стабилизаторе и выдвигаюсь в сторону детсада. Сверяюсь по картам, иду вниз по карте в сторону детсада. Медвежонок, вот он. Так что идти до него мне еще километр по прямой. Техника на грани фантастики. Уж какой раз я здесь, и все с осенью мне не везет. То снегом завалит, как в конце октября 2016-го, то жара под тридцатник, как в этом видео конца сентября 2015-го. Но выбирать не приходится, ибо на выходные на работе я могу слабо повлиять. Поэтому адаптируемся под текущие условия. А условия действительно текущие. Градом. Под градом. Но мои стенания об этом будут позже. А пока что идем по утопающему в зелени городу. Снова она меня и маскирует, и в то же время повышает риск столкновения нос к носу с кем-нибудь. Поэтому шагаю аккуратно, прислушиваясь и одновременно позиционирую себя по заранее скачанным спутниковым картам, чтобы лишних кругов не намотать. Вот некоторые из вас и считают, что я там часто бываю, но по факту в этом видео я в 4-й раз в городе. И среди этих джунглей выйти, например, к нужному углу нужного мне здания сразу довольно проблематично. И чем короче будет мой путь, тем меньше риск нарваться на проблемы. Но это в идеале. Ушки у меня на макушке. И не зря. Слышу какой-то стук. Будто что-то выбивают, выламывают.
Постоял, прислушался, откуда шум. Туда мне идти не надо, и это радует. Но лучше петельку наверну, да подальше обойду источник шума. А еще лучше будет зайти в какой-нибудь из домов, чтобы охладиться. На улице жара, а в подъезде явно попрохладнее будет. Осталось 230 метров по прямой до детсада. Я пошел мимо 3-й школы и 2-й школы, тоже интересных мест. Подумал, что их тоже надо сегодня бы посетить будет. А сейчас сел в домике, тут немножечко прохладой тянет. Немножко остыну. Жара адовая, берцы, штаны, рюкзак. Липнет все к телу уже. Просто жесть. С другой стороны, лучше уж так, чем напороться опять на какой-нибудь гвоздик. В идеале бы, конечно, еще одеть на себя какую-нибудь кофту, чтобы рукава закрыты были, потому что по пути идешь, всякие там акации, которые норовят вцепиться и проткнуть кожу так знатно. Ну, как бы это все мелочи. Продвигаемся. Сейчас немножко остыну и дальше в путь. Чтобы не выходить на улицу, решил пройти через здание, которое стыкуется с 2 жилыми. И это оказался магазин, судя по всему. А вот и кассовый аппарат. Так, GoPro-шка, лежи. Старый советский кассовый аппарат. Но цена вполне современная. А еще мне нравятся вот эти вот механизмы, конечно. Механические кассовые аппараты рулят. Что я могу сказать? Железный Феликс, блин, надежно приколоченный. По станине здесь лежала мелочи, купюры. Ну, и стоял он явно не здесь, а где-то там за прилавками. Прилавки все опрокинуты. И интерес тут представляет лишь такое остекление наклонное, которое еще и более-менее сохранилось. А также по стеклу видны остатки старой советской сигнализации. Если стекло бьется, фольга рвется, и она срабатывает. А-та-тат. Все не мог понять, кто там шуршит. А вот и припятская белка. У меня даже орешки есть. Но она свалила. Не всегда могу понять логику мародеров, которые сейчас что-то там долбают, выпиливают. И так куча выброшенного железа валяется. Я пока шел, неоднократно видел всякие чугунные стояки, вот эти вот арматурные запоры, вентили. И вот здесь тоже куча железа собрана в хлам, и видно, что она уже лежит таки довольно-таки давно, потому как уже и листьями сверху подзавалилось и так далее. В чем прикол этого всего дела, непонятно. Не думаю, что они из-за того, что оно может фонить, остановились и не стали это выбрасывать. Короче, непонятно. Даже решетка на люке цела и жива. Ливневочка. Можно на ней даже спокойно постоять, она очень целая. Странно. Ну и вот спустя 1:15 с момента старта из квартиры я прибыл к точке назначения. Детский сад «Медвежонок». Сейчас постараюсь найти его главный вход, и мы устремимся внутрь. С трудом, конечно, среди этой всей растительности я нашел главный вход в детский сад, но, тем не менее, мне это удалось. Итак, вот, пожалуйста, ясли сад номер 5, «Медвежонок», Чернобыльской АЭС имени Ленина. Спасибо мародерам и тем, кто ходит сюда, что сохранили эту надпись целой, потому что, несмотря на то, что здесь ходят любители распиливать металл и просто побродить, зачем-то вандалят стекла, зачем-то растения пусти, зачем-то бьют, что не надо бить. Ну, в общем, ладно, ребят, давайте устремимся внутрь. Как вы видели, из нескольких входных дверей сделан пролом в самой правой, туда я и устремился. Это явно не похоже на главный вход, потому что я не думаю, что детям интересно и нужно было проходить мимо этих аппаратов. А здесь, скорее всего, находилось что-то типа прачечной. И догадку основную об этом мне дает вот эта вот надпись, которую вы видите вверх ногами. Но чудеса премьера
делают невообразимое, и вы видите ее теперь нормально. Замечательно. Ну ладно, давайте пройдем внутрь. Кстати, у меня теперь, видите, такой модный осветитель, который я закрепил на горячий башмак. И теперь я могу немножечко подсвечивать более качественно, если иду где-то в темноте. Ладно, проходим с вами. Вы меня наверняка спросите, или у вас возник вообще вопрос такой, типа, МШ, зачем ты рванул в детский сад, если ты нам уже показывал детсад Чебурашка? Но, скажем так, у меня что-то ностальгия нахлынула, потому как вспомнилось мне, как я забирал Леру из детского сада, и как-то опять вспомнились детки играющие. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Привет. Привет. Привет, Карапуз. Пойдем? Пойдем. Только не на меня. А давай ты на меня. И поэтому я решил сходить в это место. К тому же, как мне сказали, оно из наиболее такое сохранившееся из тех детских садов, что остались, что есть, точнее, в Припяти. Ну, пока я шел и философствовал, пришел вот в такое вот помещение, где, видимо, ну, я даже не знаю, что это за помещение на самом деле, но, видимо, здесь устраивали какую-то фотоинсталляцию, потому как стоят характерно выставлены в ряд детские игрушки. Конечно, такое зрелище. Куколки, коляски. Маленькие припятские девчата, совсем-совсем махонькие, когда-то катали этих куколок. О, темноволосая. Эх. Ну, давайте пройдемте куда-нибудь с вами дальше. Пройдем по первому этажу, а потом поднимемся на второй этаж. Меня, конечно, смотрят и взрослые люди, но ребят помоложе, кто не забирал своих детей из сада или уже забыл, что такое детский сад, конечно, так не особо представляют. Хотя все на самом деле довольно просто. Вы приводите ребенка, оставляете его, с ним занимаются, с ним играют, его как-то воспитывают, чтобы он вырос хорошим гражданином страны. Дети должны покушать, поспать, они должны быть в чистоте. И вся эта инфраструктура, это, в принципе, и есть детский сад. Я зашел, видимо, в бывший медкабинет. Медицинская карта ребенка Семенова Егора. 6 апреля 1983 года. Улица Леси Украинки, 2216. Жил он там. Профилактические прививки. Реакция МАНТУ. Ой. Дни болезни. С 15 апреля 24, с 10 февраля по 15 февраля 1986 года. Медотвод до 15 марта 1986 года. ОРВИ. Но это нормальная тема. Дети постоянно болеют, а в тесной компании они болеют всей толпой. Поэтому все дети абсолютно в детский сад никогда не ходят, кто-нибудь доболеет. А иногда они могут и скопом. Улица Ленина, 19, квартира 52. Ткачев Максим. Интересно, как сейчас поживает Ткачев Максим? Сведения родителей, образование среднее, образование высшее. Лесничий. Жилищно-бытовые условия хорошие. Семейный анамнез не отягощен. Люблю я почитать, на самом деле, такие темы. Немножечко окунуться так в историю, скажем так. Обычная бытовуха, которая в обычной жизни не представляет ничего интересного, здесь, спустя несколько десятков лет, на это все смотришь, конечно, совершенно иначе. Ленина, 1886. Квартира 86, но на самом деле 86 уже так немножечко напрягает эта цифра. 86 год. Вот еще один из входов в детский сад. Как видите, их тут много. Ну, давайте пойдем посмотрим еще что-нибудь. Там находится лестница. По ней мы поднимемся несколько позже. А сейчас пока завершим обход по этому первому этажу. Естественно, перед тем, как детей отдать в детский сад, точнее оставить на попечение воспитателя, ребенка нужно переодеть. В зависимости от самостоятельности киндера делает это он либо сам под присмотром родителя, либо его переодевают. Иногда через слезы, иногда через сопли, но это тоже по-своему забавный такой процесс.
Некоторые дети любят детский сад, некоторые поначалу не любят. Когда отдают детей вообще в сад, некоторое время их приучают вообще к новому месту, что мама рядом постоянно не будет. Некоторое время мама ходит с ними, то есть ребенок посещает детский сад на несколько часов остается. Потом остается все на большее и большее время, например, на полдник, на послеобеденный сон. И потом уже остается на весь день. У меня Леру, например, было не забрать периодически из сада. Очень уж ей там нравилось. Детские ботиночки. Чтобы дети не попутались в своих шкафчиках, они, естественно, имеют не какие-то там цифровые индексы, а очень милые всякие разные рисуночки. У кого-то с кроликом, у кого-то с домиком, у кого-то с листиком, у кого-то, видимо, с репкой. Ну, в общем, такого плана идет ориентирование детей в чудесном мире шкафов. А здесь, видимо, был какой-то класс для занятий. А может быть, здесь была столовая, потому что маленькие стульчики, столы на 4, и рядом находится рукомойник, где можно было помыть руки. Ну, наверное, да, дети, наверное, достанут до этого всего дела. А может быть, это была и не столовая, может быть, здесь дети занимались какими-нибудь прикладными искусствами. Знаете же, они постоянно там что-то лепят, развивают у них моторику пальчиков, что-то рисуют. В общем, ну, развивают ребенка по-разному. Потому что не только нужно с ним там гулять, но постоянно нужно реально заниматься, порисовать, полепить, там, я не знаю, попеть, пописать, там, ну, пописать это громко сказано. Но, в общем, грамотный воспитатель в ребенке увидит, так, индивидуально в ребенке увидит какую-то тягу, и можно уже сделать какие-то выводы, что ребенку больше нравится, на что сделать упор воспитания. Ну, я, может, конечно, так говорю это немножечко дилетантски, может быть, все это немножко иначе, но, тем не менее, я думаю, что вот уже на этом возрасте у детей можно посмотреть, к чему у него есть расположенность. Ну и, конечно, вся эта разруха не дает нам забыть, где мы находимся, но и, тем не менее, встречающиеся вот такие вот фильтры от противогаза еще вдобавок напоминают, что ой, та еще эта трагедия была. Я немножечко повторюсь, я уже это, в принципе, говорил, но, тем не менее, ой, наверное, даже слово повторюсь. Атомные электростанции должны работать, школы должны учить, в столовых должны готовить, в столовой должны кормить, детские сады должны быть наполнены детьми, гвалтом, весельем. Послеобеденный сон, все должны сопеть, кто-то должен не сопеть, потому что он не любит спать. А вот это все дело, конечно, очень сильно удручает. Я думаю, что те все-таки, кто водит своих детей в детский сад, меня поймут. Хоть как-то я передаю в своем ролике эту трагедию. Трагедия, она заключалась не только в том, что нужно было собрать это топливосодержащие массы, что нужно было все это закопать, но нужно было построить этот саркофаг, при этом люди обучались и так далее. Трагедия состояла и в том, что многие человеческие судьбы были, ну, сломаны, наверное, как-то так. Сломаны, наверное, даже громко сказано, если не брать в учет болезнь, ну, скажем так, экстренная перемена жизни, она не всегда хорошо. Я вот буквально недавно переехал, и то как-то вот прожил у приятеля на квартире несколько месяцев, переехал в новую квартиру, и то как-то себя немножко неуютно чувствую, потому как все равно привыкаешь уже, и дорога в магазин становится привычна, на работу становится привычно, уже быт окружающий становится привычен, а тут фигак, сорвался снова в какое-то новое место. Но у меня это все было запланировано, и я к этому готовился, спокойненько собрал вещи, перевез их. А здесь это не было запланировано. Люди проснулись и поняли, что что-то не так, а потом их эвакуировали. И кого-то из всех же расселили в разные места. Кто-то остался в городе Славутиче, но его еще на тот момент нужно было построить, а кто-то вообще далеко-далеко уехал. Вот в этом как раз тоже заключается трагедия произошедшего. Ну ладно, я опять что-то расфилософствовался. Так, поворачивайся. А мы с вами проходим в еще одну комнатку, где детки могли поиграться. Да, здесь так все аккуратно лежит на своих местах. Миленько так. Игрушки, зайчики. Незатейливые советские игрушки. И они на самом деле реально какие-то добрые. Ну, они нормальные игрушки. Я иногда сейчас посмотрю
какие куклы продают, мне иногда худо становится. Я не знаю, конечно, чья больная фантазия, точнее, реализовывается в этих игрушках, в этих куклах. Но не все, скажем так, куклы современные одинаково полезны. Здесь как-то все оно так, по-доброму. Зайчики, рыбки, кошечки, куколки. Никаких вам фенолов, содержащихся в китайских игрушках. Никакой вам дичи. Все простенько. Кубики, различные наборчики и медвежонок. Медвежонок. Дружище. Никому ты не нужен, бедняга, да? Не, реально я что-то сентиментальным становлюсь. Старею, наверное, уже. Эх, Мишутка. Положу-ка я тебя на полочку, чтобы не так сильно ты от осадков страдал. Отдыхай, дружище. У тебя и так, конечно, неимоверный по длине отдых, но тем не менее. Это что такое? Какой-то механизм здесь, видимо, раньше был. А еще тут есть конь педальный, точнее беспедальный, одна штука. Чувак. Чебурашка. Есть такой одноименный детский сад. Чебурашка от плесени стал немножечко негром. И также лежит, смотрит в потолок. Ладно, всех уж тут не разложишь по местам. А здесь, видимо, да, кроватки. Здесь у ребят как раз был послеобеденный сон. И раздавался детский храп. А вот, кстати, еще один из входов. Как я помню, в моем детском саде, куда я, не я ходил, куда я водил Леру, сам я в детский сад не ходил, существовали отдельные группы. У каждой группы был свой вход, или один вход на несколько групп. И, скорее всего, вот, например, мы ходили в группу «Рябинка». Соответственно, у нас там был домофон, мы проходили через отдельный этот вход. И вот, пожалуйста, сразу можно было переодеться. Вот здесь все выглядит более логично, а не то, что попадаешь сразу в прачечную. И противогаз. Вот сразу противогаз. Да уж. Медведи, кони, противогазы. Стоит пенек, на пеньке теремок, а в теремке живут мушка, лягушка, ежик да петушок, золотой гребешок. Вот как-то пошли они в лес, за цветами, за грибами, за дровами, за ягодами. Ходили по лесу и на поляну вышли. Смотрят, а там пустая телега стоит. Телега-то пустая, да непростая, все колеса разные. Одно совсем маленькое колесико, другое небольшое, третье среднее, а четвертое большое-пребольшое колесище. Телега, видимо, давно стоит, грибы под ней растут. Стоит она еще с 86-го года, скорее всего. А почему колеса разные? Уж никто этого и не скажет. Я думаю, что это сказки, которые читались детям, чтобы они поскорее уснули. Дети же любят сказки. Тачка едет. Ну и ладно, мы тут за большим количеством листвы, и нас, я думаю, не видно. Ну давайте же поднимемся на второй этаж. Поднимаясь по стене, вижу такие вот 6-8-угольники, на которых раньше были, видимо, какие-то фотографии, картинки и надписи. Где хотение, до терпения, там, где хотение, до терпения, что-то там и умение. Ну, в принципе, да. Вы вот терпите, пока я сделаю ролики, я тоже терплю, пока их делаю, но зато получается хорошо. Так что терпение
За терпение каждому воздастся. Не умывши лица, ни за стол не садятся. Здесь, наверное, фотография была ребенка-поросенка. Дружно, не грузно, а врозь хоть брось. Ну, вот это можно, я не знаю, к дружбе наших народов отнести. Политики пытаются нас рассорить, а я считаю, что и россиянам, и украинцам, и белорусам, всем нам надо быть вместе. Потому что мы едины. Опять политика, блин. Ну, на самом деле, надеюсь, что ту вещь, которую я сказал, с ней трудно не согласиться. Для всякого дела нужны знания. Это точно. Это, наверное, немножечко камень в огород школьников, которые, не зная броду, лезут в воду и начинают критиковать, экспертничать и так далее. Вот. Философ, блин, я недоделанный. Такая вот решеточка, на которой снова изображен конь. Вроде детский сад медвежонок, а конь. И здесь, видимо, были кашпо с цветами, с растениями, с какими-то зелеными. Бывший пожарный гидрант. Это первый мой сталк, снятый, ну не то что полностью на GoPro, но вот я сейчас хожу с GoPro, с стабилизатором. Ну, как сядет GoPro, так перейду на обычную камеру. Для вас, родители, детский сад медвежонок. Задачи детского сада в условиях реформ общеобразовательной и профессиональной школы. Блин, сколько этих реформ, постоянно эти реформы идут. Эффективное использование всех возможностей современного дошкольного воспитания и семейной педагогики – залог успешного формирования основ всесторонне развитой личности. Это точно, это я соглашусь. Опять лежат какие-то журналы. Дело номер. Здесь, наверное, КГБ сидело. Общецеховая инструкция по правилам техники безопасности. Ну ясно, здесь сидела уже администрация детского сада. И здесь были всякие инструкции, документы и так далее. В общем, всякая юридистика, казуистика, блин, и бюрократия. Вникать в нее не будем. Идем дальше. Снова. Ну, здесь тоже, видимо, сверху находились группы, потому как снова шкафчики. И снова куколки и так далее. В общем, суть примерно ясна. Осталось найти реально столовую, которая будет явно показано, что это столовая. Привет, девчонка. Ты такая модная. Глаза прикрыла от умиления. Да, с мечами, конечно, печаль-беда происходит с течением времени. От ультрафиолета, от перепада температуры они такие немножко странные становятся. Снова много всего. Мне кажется, если снизу были более взрослые дети, здесь, наверное, были более маленькие дети. Не знаю, почему мне так кажется. Вот фотографии. Кстати, обратите внимание, да, Советский Союз. Я, конечно, не знаю, национальная это одежда Украины или нет, но тем не менее, вон даже флаг, ленты в виде флага виднеются. Я просто иногда слышу, что типа говорят, что в Советском Союзе все загибали, все украинское. По-моему, я бы не сказал бы так. Может, конечно, это постановочные фотографии, но зачем их делать и показывать детям, которые вырастут и как бы будут в курсе? Народные таланты. Мать моя, сколько струн-то. Любимый дедушка. Карапузы. Заботливые врачи. Ну, понятно, что врачи где-то были более заботливы, где-то были менее заботливы. Клубничка. Я бы сейчас навернул бы. Магистрали Украины. Ядрен-дрын, это где же такое-то на Украине-то, ё-моё? Мне кажется, эта фотография немножко не отсюда, потому что на Украине я знаю только Карпаты, но я в них, честно говоря, не был, поэтому не в курсе. Они реально такие, что ли, высокие? И поезд какой-то не наш. Мне кажется, это немножечко фейк. Молодые строители. Ну, понятно, молодые строители, девчонки подрабатывают. Чернобыльская атомная электростанция. Да, во время строительства труба еще стоит. Ну, как она? Она уже стоит. Ничто не забыто, никто не забыт. Бабий Яр. Это, видимо, одна из страниц трагических историй. Украинский костюм. Вот такая Матрёна с томным взглядом. Флаг Украинской Советской Социалистической Республики. Ну, в принципе, получается, современный флаг Украины не 1/3 к 2/3, а половина к половине, да, здесь желтый, здесь синий. Ну, в принципе, ладно, отличается. Украинская Советская Социалистическая Республика. Вот это только фотография мне что-то напрягает, остальное вроде как все норм. На отдыхе. Ну да, поход в горы — это вообще нормально. Да, родители, старайтесь со своими детьми больше времени проводить, а то вырастут раздолбаями.
Кроватки, еще раз кроватки. Но здесь, да, реально они какие-то более маленькие кровати. Опять повсюду противогазы, точнее использованные фильтры от противогазов. Розетки, я уже вроде обращал внимание, что розетки подняты высоко, чтобы никакой карапуз не своевольничал и не засунул туда пальцы, а чего похуже, еще какую-нибудь железяку. Идем с вами по второму этажу. О, какая лестница. Мне кажется, вот это вот главная лестница, по которой поднимались, спускались. И мы сейчас с вами по ней обязательно спустимся. Плафончик немножко приуныл. Чувак, ты чё приуныл? Да чё ты приуныл? Придумать всякую ботву в интернете, блин, начитаешься, а потом из головы не выходит. Для вас, родители, режим дня, наше занятие, меню, объявления, советуем. Каждый ребенок является миром. Совершенно особым, уникальным и уникальным. Трудно с этим не согласиться. Не разбитые люминесцентные лампы. Удивление. Ну что ж, вперед по лестнице вниз. Спускаемся на первый этаж. Сейчас увидим, что у нас здесь. Обратите внимание, на перилах установлены еще маленькие перильца для совсем маленьких деток. Хотя, по-моему, дети, которым понадобятся такие перила, их проще на руках занести. Ну, я, может, чего-то и не понимаю. Там, видимо, щитовая находилась, да. Знак «Осторожно, электрическое напряжение». И остатки... Ого, нифига себе. Тут даже еще и кабель вводной цел. Мародеры, вы что, алюминий не весь выпилили? Обалдеть, вы упали в моих глазах. Не зря говорили, что это один из самых сохранившихся детских садов. И снова я попал в это же помещение. Здесь, кстати, скорее всего, физкультура была, потому что шведская стенка как бы намекает об этом. Немножечко GoPro отложил в сторону, и вот я нашел святая святых, ну, по крайней мере, для меня бы она была. Это столовая кухня, где готовили еду для маленьких деток. Электроплиты тут, скорее всего, стояли, потому что использование газа. Здесь не было газа в Припяти, все питалось от электричества, что, в принципе, не мудрено, так как рядом находился мощный источник этого самого электричества. Ну, в принципе, тоже все ценно-металлическое, содержащее уже давно-давно выдрано, остались железяки. Странно, что еще остались железяки. Вот этого я не понимаю. Но, видимо, наверное, руки не дошли. Сейчас выпилят еще всякие трубы, то, что вот такое тяжелое, то, что может сразу принести доход мародерам. А потом уже начнут и это подчищать. Город будут разграбливать еще долго. Ну, а медь с содержащими элементами и пускателями, контакторами и так далее, в которых содержится еще и техническое серебро, я думаю, что в первую очередь, конечно, занимались. Бутылочки. Такое чувство, что это установка, в которой, точнее, остаток от установки, в которой эти бутылочки стерилизовались для смесей, чтобы там микробы не заводились и все такое. А отсюда, видимо, это все дело запитывалось. Вот эта, наверное, штука, может быть, стояла где-нибудь и здесь. Вон к ней электричество тоже подводилось. Остаток верха от электроплиты, мощный, естественно, большой, потому что готовить на ораву нужно было много. И мощная система вытяжки. Пару мыслей от себя. Пока я тут немножечко передыхал, посмотрел маршрут, которым я сегодня двинусь в сторону третьей очереди, и понял, что все-таки пойду-ка я схожу через речку, заодно по пути наберу воды, и окунусь там, немножечко постираюсь и чуть-чуть сполоснусь, потому что невозможно. Уже футболка скоро будет стоять колом, такая жара, это просто нереально. Еще такой момент. Обычно в конце моих припятских роликов я вставляю титры. Советую их смотреть. Может быть, кому-то это скучно, но тем не менее, там есть вся необходимая информация о музыке, которую я использовал. Я указываю исполнителей и названия песен. Указываю те приборы, которыми я пользовался. А также даю ссылки на сторонние источники, информацию которых я пользовал. Поэтому рекомендую посмотреть. И снова я у входа. За мной вывеска детского сада. Я направляюсь дальше в сторону жизни. После детского сада дети шли в школу. Возможно, в ту школу, в которую я сейчас пойду. Среднюю школу номер 2. Немножечко сентиментальное такое видео, но, надеюсь, оно вам понравилось. Лайк, подписка. До следующих встреч, до следующего видео. Репост. Рассказывайте обо мне друзьям. Палец вверх. Всем пока-пока. С вами был МШ.
На улице жара. Обзоры советских, российских и иностранных противогазов, а также прочих ништяков. Подпишись и смотри новые выпуски первым. Ссылка в виде аннотации и в описании к ролику.